Инвестиции в недвижимость давно перестали быть средством заработать. Хорошо, если ты не теряешь деньги. Муравейники, человейники, курсач на эту квартиру расти не будет. Ты читал договор? Вы берете себе петлю на шею. У них есть долг до смерти. Что-то у меня прям колбасит. Игорь Владимирович, мы как-то говорили с вами уже о покупке квартиры, и вы тогда сказали, что квартира – это ящик для сна, и не нужно уделять этому слишком много внимания и тратить на это большие деньги. Вам не кажется сейчас, что вы тогда ошибались, потому что пандемия показала, что людям-то не хочется 3 месяца или полгода жить в ящике для сна? Да нет, не кажется. Просто сейчас реально очень многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение заманух со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Реклама не содержит упоминания тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах, кто вот живет теперь в своей квартире, платит ипотеку, у него есть свое жилье и так далее. Да нет у него своего жилья, вы должны понять, нету, у них есть долг до смерти. Долг, длиннющий долг, который они должны обслуживать. Вот что у них есть. И их квартира с их ремонтом, подчеркиваю, то, где они живут, все полностью заложено в этот кредит. Почему люди верят другим людям? Я не знаю, просто люди социальные существа, и они действительно верят в рекламе. Однако я напомню, все самые большие жулики, они всегда выглядят очень надежно. Почему квартира в ипотеку невыгодна? Хотя мы понимаем, что сейчас процент там 6-7, до этого он был 10. То есть выгода вроде очевидна. Первое. Квартира в ипотеку невыгодна, потому что нет никакой квартиры, у тебя все, что есть, это долг долгосрочный перед банком. Внимание! Под плавающую ставку. Если ты берешь ипотечный кредит в период, когда низкие ставки, почитай внимательно. У банка есть возможность пересчитывать стоимость обслуживания этого кредита в случае изменения ЦБ. Ты читал договор? Почитай. Ты удивишься. Любые договоры, которые составлены со ставкой flat, так называемой плоской, там есть так называемая премия, которая учитывает возможное повышение ставки Центробанка. Всегда, когда вы берете деньги у профессиональных, подчеркиваю, игроков, помните, они свои риски очень хорошо застрахуют, захеджируют, позаботятся. А вы будете вынуждены платить повышенную эту ставку. Это раз. Второе. Когда льготная ставка, когда низкие ставки, как вот сейчас был такой период, то застройщики, они же что, дураки, что ли? Они быстро повышают цену, тем более государство еще стимулировало это все время, выдачу кредитов специальными программами. Да? Дальше вырастают ставки, и в результате ты получаешь двойную проблему. Да? Ты только что набрал недвижимость, в которой цена выросла, потому что застройщики повысили цену, утилизировать этот резко возникший спрос. Да? И теперь платишь повышенную ставку по ипотеке. Кто выиграл? Конечно, застройщики и банки. Кто проиграл? Люди. Это называется глупая глупость. Наверное, я придумаю такое слово. Как сделать глупую глупость? Взять ипотеку в каком-нибудь спальнике. Курсач на эту квартиру расти не будет. В каком-нибудь спальнике, да там еще настроят этих метров лачуг, муравейники, человейники, понимаете? Не берите займы, деньги ни у кого, ни у бандитов, ни у каких-то третьих лиц, ни у каких-то микрофинансовых организаций, ни у каких-то банков. Не берите. Давайте... Что-то у меня прям колбасит от этой ситуации, потому что все прям приходят и говорят, надо брать. Я говорю, что вы берете? Вы берете себе петлю на шею. Что брать? Зачем ты? Освободись. Вообще убери. У тебя этих петлей достаточно. Сейчас все ждут роста процентной ставки по ипотеке, да. Ждут решения ЦБ. Как вы думаете, ваш прогноз, летом эта ставка вырастет все-таки или нет? С точки зрения текущего мироустройства, экономику надо заливать деньгами. Весь мир так идет, Америка заливает деньгами, невзирая ни на какие инфляции и так далее. Мир сейчас так устроен. Если они будут повышать ставку, произойдет
там охлаждение. Опять же, многие ипотечные заемщики, которые взяли, у них будет сложнее обслуживать, они опять попадут на деньги. На фоне отсутствия роста доходов, что единственный факт, который можно признать, вот факт, в России сократились доходы населения. На фоне сокращающихся доходов рост процентных ставок будет означать вилку. Доходы падают, расходы растут. Вилка. Процентная ставка даже не так страшна, как сокращающиеся доходы населения. Но на фоне сокращающихся доходов рост процентной ставки приведет к еще большей драматическим последствиям. Если процент по ипотеке вырастет, упадут ли цены? Застройщики снизят цены? А что, когда-то было, что цены снижались? Это раз. Второе, но это точно достоверная информация о том, что сырьевые материалы резко растут в цене. Поэтому к тому моменту, пока произойдет очередной виток, я думаю, структура расходов застройщиков будет такая, что не упадут цены. Не все люди покупают квартиры в кредит. Вот те, кто будут покупать за свои и не на последние, им сейчас стоит как инвестицию хорошую это воспринимать? Может быть, для сдачи в аренду этой квартиры? Или сейчас плохое время для покупки квартиры как инвестиции? Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением. Вот давно, от слова, очень давно. На волне вот этого бума с 2000 года по 2005-2006, это было хорошее спекулятивное вложение. Но этого уже нет 10-15 лет. Вот. И тот, кто покупает сейчас квартиры в расчете на то, что будет сдавать в аренду, они, как в той рекламе, что там, пыль сосут за копейки или что-то. В результате ты вроде имеешь актив, и ты рассчитывал, что оно будет давать, например, 2% от стоимости квартиры в год. Или сколько там расчет. Оно не да, оно дает 1. А что такое 1%, полпроцента? То есть это как бы плюс-минус 0. Хорошо, если ты не теряешь деньги. Поэтому инвестиции в недвижимость давно перестали быть таким средством заработать на инвестиции. Они стали скорее средством сильно не потерять. И, например, вот сейчас что в Москве творится? Деньги на покупку квартиры, стоимость квадратных метров квартир вроде даже вырастает, потому что ипотечные кредиты стимулируют, застройщики, видя это, цены задирают. Но если мы посмотрим на рынок аренд в Москве, аренда квадратный метр, то они, во-первых, не сильно растут, и даже есть индекс снижения. Понятно, от качества жилья сильно зависит, спальные районы или какие-то районы. Хорошая недвижимость в правильных местах-то она даже, она хорошо дорожает, но ее очень мало. Она будет укладываться в 5-10%. А 90 других квартир потеряли в стоимости арендных платежей. Вот и все. И застройщики, кстати, сейчас отвечают на эти изменившиеся обстоятельства тем, что многие застройщики в ближайшие годы уже выводят продукты, квартиры под съем. Те же человейники, но только в аренду. 2020 год как раз показал, что многие в популярных городах, Москва, Сочи, Краснодар, заработали на этом скачке недвижимости. Мы можем признать, что эти инвестиции были эффективными? На каждого, кто как бы заработал, приходится 9, кто потерял. Вот и все. Это статистика. Поэтому, конечно, можно бесконечно приводить примеры и говорить, вот же 1000 человек, они, заработали. Во-первых, они еще не зафиксировали свою прибыль, она у них бумажная, потому что это надо еще продать, пойдешь продавать, еще какой-то сюрприз вылезет, да? Это раз. А во-вторых, 1 из 10, он может, у него бумажная прибыль пока есть, а 9 других уже потеряли. Всегда будет, кто на спекуляциях зарабатывает. А откуда берутся деньги у спекулянтов? Они берутся за счет того, что перераспределяются от тех, кто потерял. Если вы думаете, что вы попадете в 1 из 10, то есть вы окажетесь среди этих 10% счастливчиков, то вы не знакомы с вероятностной математикой. Понимаете? Вы конкретный человек, если вы оказываетесь одним из тех 9, да,
у вас будет огромная травма. Физическая, моральная, психологическая или все вместе, в точке. Это необратимый процесс. При этом всегда будут на рынке недвижимости, подчеркиваю, инвесторы, спекулянты, которые, ну давайте так назовем, будут, например, откупать банкротные квартиры с большим дисконтом. Они неплохо сейчас зарабатывают. Именно на волне того, кто, идя в рабство, вот с такими глазами, налетая, а то подорожает, да, набирают на себя обязательств, потом не могут платить, все эти квартиры куда идут? На торги. Они так и называют себя. Мы, говорит, эти ассенизаторы инвестиционного рынка. Мы ассенизируем. Вот вы посмотрите, сколько таких фирм выкупает имущество банкротов. Как вы думаете, кто банкроты? Я сейчас не буду говорить специально, насколько это этично вот здесь на канале говорить, но это есть такой бизнес. Если вы сами имеете доллары, евро, рубли и так далее, вы можете присоединиться в фонды, которые сейчас конкретно скупают банкротную недвижимость у тех, кто влип в ипотеку. Я никогда не буду инвестировать в фонд по скупке банкротной недвижимости, потому что для меня это по этическим соображениям не очень приемлемо. Во время пандемии мы вдруг узнали, многие из нас вдруг узнали, что есть не только квартиры, но и частные дома, и они могут быть вполне ликвидными, и они стали активно продаваться. По частному строительству у вас есть какой-то прогноз? Будет ли оно развиваться дальше, расти в цене? Частное строительство получило такой всплеск интереса людям, у кого есть там деньги, типа, что мы бы уехали куда-то, там интернет, если есть, там оттуда бы работали. Во-первых, есть ограничения объективное, количество дистанционных рабочих мест не такое значительное. Оно растет, но пока оно все еще не такое значительное, поэтому этот драйвер, он слабый. Скорее всего, это был драйвер разъезжания москвичей в область. Опять, как всегда, москвичи живут позажиточнее, да, и типа, давайте куда-нибудь уедем. Как только они уехали, столкнулись опять с вот этим дефицитом дорог, дефицитом физической инфраструктуры. Очень дорого жить и ездить, да. Частное строительство, конечно, получит определенный виток, но очень быстро заглохнет и засохнет. Потому как объективно транзакционные издержки коллективного проживания людей в концентрированном виде, это объективно, транзакционные издержки ниже. Единственное, сейчас появились варианты следующего. Создание таких распределенных, децентрализированных анклавов, у которых транзакционные издержки коллективного проживания даже в малых формах, например, поселок на 100-200 домов, там школа, сад, магазин и так далее, это неплохо. Уже при современном способе возведения этого и кропотливого подхода можно достигать очень неплохих транзакционных издержек. Вот эти проекты сейчас будут получать особый, скажем так, спрос. И, наверное, мы увидим за 5-10 лет возникновение целого класса таких проектов, которые возьмут там 2-3%, пока 2-3% вот этой загородной недвижимости. Это немного, но это создаст нишу, которая будет расти. И там до 2050 года эта ниша там дорастет до 10%. Длительный срок. Вообще рынок недвижимости очень консервативный. Выбирайте для себя решение, которое содержит максимальную степень свободы для вас. И если вы идете в ипотечный кредит, вы всю свою жизнь, ставите на кон банку. В этом основная проблема и недопонимание людей. Что вместо свободы и маневров, которые у вас есть, вы теперь имеете одну дорожку носить то, что вы зарабатываете, в банк. Подойдите сюда, бандерлоги. И вы такие идете. Остановитесь! Вот именно в этот момент остановитесь. Все. Стоп! Это не наш выбор. И вообще мы выбираем все сразу, а не вот этот выбор, чтобы стать тюремной крысой и обслуживать этот длительный долг. Мы выбираем другое. Мы выбираем растить свои доходы. Вот кто сейчас что-то такое почувствовал, напиши в комментарии. Люди все индивидуальны, это вполне нормально. Секреты силы только в равной степени незнания. Равенство в незнании, вот и весь секретный соус.